Привет, друзья! Немецкий автоклуб ADAC зафиксировал долгожданный разворот на заправочных станциях. Топливо наконец начало снижаться в цене после затяжного роста. Главным лидером снижения стал дизель, который еще недавно, напомню, приближался к максимальным значениям. Сейчас литр тяжелого топлива в среднем по стране обходится в 2,286 евро, что примерно на 16 центов ниже, чем в начале прошлой недели. Бензин марки Super E10 демонстрирует более сдержанную динамику, цена за литр опустилась до отметки 2,107 евро, снизившись примерно на 8 центов. Такая вот разница в темпах объясняется спецификой рынка. Мировые котировки, вы знаете, на сырую нефть пошли вниз после сообщения о перемирии с Ираном, однако до конечных потребителей на немецких АЗС этот эффект доходит с определенной задержкой. Эксперты клуба называют происходящее первой корректировкой и призывают сохранять внимательность. По сути, рынок частично отыгрывает ситуацию, когда цены на топливо поднимались до уровней, которые серьезно влияли на расходы домохозяйств и бизнеса. Обсуждения вызвали и административные попытки Берлина ограничить ценовые колебания на рынке топлива. Так называемая австрийская модель, то есть которая предполагает ограничение частоты изменений цен в течение одного дня, по оценкам ряда наблюдателей показала ограниченную эффективность. Практика продемонстрировала, что подобные меры не всегда сдерживают сам рост, а в отдельных случаях могут приводить, наоборот, к более осторожному формированию стартовых цен. В результате эффект для кошелька водителей оказался менее выраженным, чем ожидалось. Если сравнивать ситуации в соседних странах, видно, что на стоимость топлива сильнее всего влияют рыночные процессы и внешнеэкономические события, чем именно административные ограничения. Механизм австрийской модели в немецких реалиях во многом превратился в фактор дополнительного давления на кошелек. Лишенные возможности гибко менять цены на табло в зависимости от спроса, нефтяные компании начали закладывать дополнительные запасы в стоимость топлива. В тот момент, когда правила позволяют обновить цену, и в нее могут включаться и надбавки, учитывающие возможные те колебания в течение суток. Это заметно снижает эффект конкуренции между станциями, к которой водители привыкли, выбирая более выгодное время для заправки. На геополитическом уровне ситуация остается также нестабильной, что не дает рынку уверенности в дальнейшем снижении цен. Переговорный процесс, вы знаете, между Вашингтоном и Тегераном сталкивается с трудностями, а вот ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной. Учитывая, что через этот узкий маршрут проходит значительная доля мировых поставок нефти, любые изменения в том регионе быстро отражаются на стоимости доставок сырья в европейские порты, включая тот же Гамбург и Росток. В ответ на энергетическое давление правительство Фридриха Мерца предоставило пакет мер поддержки. План включает временное снижение налога на энергоносители на 17 центов с литра и возможность для бизнеса выплачивать сотрудникам до 1000 евро в формате налогового бонуса. Однако внутри страны эти инициативы вызвали активное обсуждение. Представители оппозиции указывают, что такое снижение может оказаться ограниченным по своему эффекту и не полностью компенсировать рост цен. Социальные организации также обращают внимание на то, что часть мер в меньшей степени затрагивает группы населения с низким доходом. Для людей, не имеющих автомобиля сегодня и живущих на фиксированные выплаты, топливные послабления действительно дают более скромный результат. Пенсионеры, студенты и семьи с низким доходом – это те группы населения, которые от обсуждаемых правительством премий, скорее всего, получат ограниченный эффект. Пока работающие граждане рассчитывают на бонусы от своих компаний, значительная часть людей, не связанная с корпоративным сектором, может оставаться также в стороне от этого распределения. Для них поддержка во многом связана с общим замедлением роста цен, которое на данный момент происходит постепенно. На самих заправках ситуация сейчас напоминает такую паузу после резкого роста. После нескольких недель повышения цен произошел откат примерно на 16 этих центов, что и принесло водителям временное облегчение. Однако специалисты сегодня призывают сохранять осторожность в ожиданиях. Текущее снижение рассматривается как рыночная такая коррекция после быстрого роста.
Цены ранее поднимались достаточно резко, поэтому краткосрочное вот это снижение выглядит как естественная реакция рынка, не более. По мере того, как влияние новостей о дипломатических сдвигах на Ближнем Востоке будет ослабевать, динамика цен может снова измениться. Главный вывод последних дней в том, что снижение стоимости литра пока не означает устойчивого завершения энергетического напряжения. Пока же ключевые маршруты поставок остаются там под влиянием внешних обстоятельств, колебания цен во многом определяются именно балансом спроса и предложения. Более устойчивые изменения возможны при стабилизации поставок нефти и снижении геополитической неопределенности. Что будет дальше, покажет время. И говорить о возвращении к прежним уровням цен, как о свершившемся факте, сейчас преждевременно. Но давайте с вами оставим позади обсуждение рыночных колебаний цен на топливо и перейдем сейчас к стратегии, которая позволяет не просто сохранять привычный уровень жизни, но и законно увеличить пенсионный капитал, продолжая трудовую деятельность. В Германии набирает популярность такой правовой механизм, который связан с частичным выходом на заслуженный отдых. Согласно параграфу 42 Социального кодекса, гражданин имеет право получать не полную выплату, а ее часть в диапазоне от 10 до 99,9%. На практике использование высокой доли выплат позволяет сохранять практически полный объем пенсии, при этом формально оставаясь в статусе работающего человека. Основная особенность этой модели заключается в сохранении расширенного пакета социального страхования. В отличие от тех, кто выбирает полную пенсию, лица, продолжающие работу при своей частичной пенсии, как правило, сохраняют взносы в систему медицинского страхования, я вам в прошлом видео рассказывал, что может поддерживать право на пособие по болезни. При полной пенсии это право в ряде случаев может вообще прекращаться, что при длительном лечении потенциально приводит к финансовым потерям. Кроме того, за каждый отработанный месяц на личный счет продолжают начисляться и новые пенсионные баллы, которые ежегодно, обычно, напомню, с 1 июля, могут увеличивать итоговый размер ваших выплат. С начала 2023 года этот механизм используется и на практике, позволяя совмещать доход от трудовой деятельности с пенсионными выплатами без прямых ограничений по заработку. Однако важно здесь учитывать, что данная схема применяется исключительно к пенсии по старости и не распространяется на выплаты по инвалидности или, например, по случаю потери кормильца. В текущем периоде эксперты отмечают, что грамотное использование именно этого механизма в течение нескольких лет работы до окончательного выхода на пенсию может привести к существенному увеличению совокупных пенсионных прав за счет индексации и страхового стажа. Даже чисто символически снижение пенсионной выплаты всего лишь на 0,01% может влиять на ваш юридический статус в Германии. Оставаясь в рамках этого режима, вы во многих случаях сохраняете статус застрахованного работающего лица, что и позволяет вам продолжать накапливать новые пенсионные баллы. Такая прямая зависимость здесь в том, что каждая дополнительная единица на вашем счете в дальнейшем отражается и на размере будущих ваших ежемесячных выплат. Экономический эффект такой стратегии подтверждает и расчеты специалистов. Если применять эту модель и продолжать трудовую деятельность в течение, например, 5 лет после наступления пенсионного возраста, суммарный прирост пенсионных прав может составить ориентировочно до 93 тысяч евро в эквиваленте будущих выплат. При грамотной корректировке и учете ежегодных индексаций общий финансовый результат в отдельных сценариях может даже приближаться к отметке и в 100 тысяч евро. Это превращает обычный выход на пенсию в более такую гибкую финансовую стратегию, где каждый дополнительный рабочий период влияет на ваш итоговый размер выплат и накоплений. Именно такой подход считается особенно выгодным для возрастной категории от 62 до 67 лет, то есть эти последние 5 лет. Этот вариант для тех, кто хочет получить доступ к пенсионным выплатам раньше стандартного срока, но при этом сохраняет возможность и, скажем так, желание продолжать работать.
Для людей, занятых на тяжелом производстве, это может быть способом постепенно изменить ритм жизни без резкой потери дохода, поскольку дополнительные пенсионные баллы частично компенсируют возможное уменьшение выплат при раннем уходе. В то же время высококвалифицированные кадры с более высокими, скажем так, ставками получают возможность более эффективнее использовать свой опыт, а сотрудники на неполной занятости постепенно увеличивают будущую пенсию без чрезмерной нагрузки. И интересную юридическую плоскость эта стратегия открывает и для тех, кто совмещает трудовую деятельность с заботой о родственниках. В немецкой правовой системе время, посвященное домашнему уходу при определенных условиях, может также учитываться в общей системе начисления пенсионных баллов. Таким образом, комбинация из работы выплаты в размере 99,9% и официально подтвержденного ухода за близкими создает тот эффект накопления преимуществ. На выходе это может давать более высокий финансовый результат по сравнению со стандартным завершением карьеры, позволяя таким образом формировать капитал сразу из нескольких источников. Чтобы запустить весь этот механизм, о котором я сказал, необходимо пройти административную процедуру через подачу заявления по форме В-0200 в органы государственного пенсионного страхования. В документе важно зафиксировать выбор частичной пенсии и приложить актуальный трудовой договор. Специалисты сегодня рекомендуют периодически пересматривать свой статус при изменении жизненных обстоятельств, например, или уровня дохода. В ряде случаев сохраняется возможность перейти на другие варианты пенсионных выплат, если это становится более еще выгодным с точки зрения текущей ситуации. Налоговый аспект здесь требует особого внимания. Заработная плата, вы знаете, облагается налогом в полном объеме на общих основаниях, в то время как пенсионная выплата рассматривается как отдельный вид дохода. Она облагается сборами в зависимости от индивидуального налогового статуса, что требует соответственно точного учета при подаче годовой декларации. При этом сохранение обязательных отчислений в систему медицинского страхования и страхования по уходу часто оказывается более устойчивым вариантом, чем переход на формат мини-джоб. В отличие от упрощенных схем занятости, эта модель 99,9% сохраняет социальные гарантии и право, соответственно, на оплату длительных периодов болезни. Таким образом, мы с вами уже сейчас, разобравшись с накоплениями пенсионных баллов через частичный выход на пенсию, можем перейти к юридическим тонкостям, которые защищают бюджет семьи, когда в помощи нуждаются самые наши маленькие. В Германии сегодня закон в целом стоит на стороне родителей. Вы не обязаны оставлять заболевшего ребенка без присмотра. Если ситуация делает ваш выход на работу невозможным, уход за сыном или дочерью признается уважительной причиной вашего отсутствия. Основное правило здесь – это своевременно уведомить руководство и предоставить медицинскую справку в первые дни болезни. Юридическая практика сегодня подтверждает, что строгого, скажем так, единого лимита по количеству дней отсутствия не установлено. Срок зависит от состояния ребенка и медицинских показаний, особенно если заменить родителя некому. Однако важно разделить право на отсутствие и право на компенсацию дохода. Здесь ключевую роль играет именно параграф 616 Гражданского кодекса. Согласно этой норме, работодатель продолжает выплачивать зарплату, если пропуск работы носит относительно непродолжительный характер. На практике под этим термином часто понимают короткий период отсутствия, однако конкретная оценка может зависеть именно от трудового договора и судебной практики. Если болезнь затягивается, финансовая компенсация в ряде случаев переходит именно к медицинской кассе, которая может выплачивать пособие по болезни ребенка. В текущем периоде размер такого пособия, напомню, составляет до 90% от вашего чистого заработка. В отдельных случаях при учете дополнительных выплат компенсация может быть выше в зависимости от расчетной базы. Стоит также здесь учитывать, что эта финансовая поддержка доступна только для детей до 12 лет. Для детей с инвалидностью возрастные ограничения обычно вообще не применяются, и при условии, что и родитель, и ребенок застрахованы в государственной системе.
В текущей системе также установлено определенное количество оплачиваемых дней на одного родителя за каждого ребенка, а для родителей-одиночек предусмотрены увеличенные лимиты. Финансовая сторона вопроса во многом зависит от содержания вашего трудового контракта. Хотя суды обычно трактуют непродолжительный срок пропуска как период до 5 рабочих дней, работодатели часто используют законную возможность исключить действие параграфа 616 из договора. Если такая оговорка все-таки присутствует в ваших документах, компания в ряде случаев не обязана продолжать выплату заработка за время отсутствия. В этой ситуации основным источником вашей компенсации становится государственная медицинская касса, которая может брать на себя выплату детских больничных с первого дня при соблюдении условий программы. Чтобы механизм страховых выплат все-таки сработал, необходимо соблюдение определенного набора условий. В первую очередь система требует, чтобы и родитель, и сам ребенок были застрахованы, как я сказал, в государственной системе медицинского страхования. Система также учитывает наличие альтернативного ухода. Если в домохозяйстве есть, например, другой человек, способный обеспечить присмотр, например, второй родитель в отпуске или неработающий родственник, касса может рассматривать это при принятии решения о выплате пособия. Размер компенсации страховой кассы в текущем периоде составляет до 90% от вашего нетто, то есть чистого заработка, который теряется за время болезни ребенка. И важно все-таки понимать, что обращение в кассу — это не полностью автоматический процесс. Родитель подает заявление, прикладывая медицинское подтверждение необходимости ухода. При этом лимиты оплачиваемых дней в Германии расширены по сравнению с прежними периодами, что позволяет семье более гибко планировать бюджет даже при длительных заболеваниях. Знание этих всех нюансов позволяет не только сохранить ваши доходы, но и четко понимать распределение ответственности между работодателем и страховой кассой. Для семей с детьми в текущем периоде установлены определенные годовые ориентиры по оплачиваемому уходу. Если в паре оба родителя имеют государственную страховку, то на каждого ребенка предусмотрено по 15 рабочих дней в год. В семьях, где воспитывается несколько детей, общий ориентир на одного родителя может даже достигать примерно 35 дней. Для родителей-одиночек предусмотрены расширенные условия. Это до 30 дней на одного ребенка и до 70 дней суммарно на всех детей. Важно также учитывать, что эти выплаты доступны только при условии, что и взрослый ребенок, как я сказал, застрахован в системе государственного медицинского страхования. Семьи с частными полисами в большинстве случаев права на данное пособие вообще не имеют. С юридической точки зрения крайне рискованно пытаться, скажем, оформить собственную болезнь, чтобы остаться дома с ребенком без медицинских оснований. Такое поведение может рассматриваться как нарушение трудовых обязанностей и способно повлечь дисциплинарные меры вплоть до увольнения. Гораздо безопаснее и, скажем так, корректнее будет действовать открыто, честный диалог с работодателем и предоставление справки от педиатра с первого дня отсутствия помогают защитить вашу позицию. Это позволяет работодателю и коллегам своевременно скорректировать все рабочие процессы, а вам, конечно же, оформить компенсацию в размере до 90% от вашего чистого дохода через страховую кассу при соблюдении условий программы. В ряде случаев наиболее практичным решением все-таки становится обсуждение гибкого графика, например, или частично удаленной работы на период болезни ребенка. Такая вот прозрачность в отношениях с отделом кадров помогает сохранить репутацию вам как надежного сотрудника. Кроме того, дни ухода можно распределить и между родителями, что, соответственно, позволяет не исчерпывать лимиты одного человека слишком быстро и поддерживать стабильность рабочих процессов в обеих компаниях. Но защита интересов семьи в период болезни ребенка — это, конечно, важнейший фундамент, но сегодня государственная реформа затрагивает и другую сторону финансовой безопасности — это сохранность личных сбережений, которые люди годами откладывали на будущее. В Германии с июля вводятся изменения в правилах учета защищенного имущества. Речь идет об обновлении лимитов, в рамках которых ранее допускалось сохранять накопления при обращении за социальной поддержкой. Теперь же рамки допустимого зависят строго от возраста.
Например, молодым людям до 20 лет разрешено оставлять около 5000 евро, в то время как для лиц старше 51 года ориентировочный верхний предел составляет уже примерно 15 тысяч евро. Все, что превышает эти суммы, учитывается при оценке права на базовое пособие и должно быть использовано на обеспечение текущих расходов еще до начала выплат поддержки. Этот шаг правительства Фридриха Мерца в первую очередь затрагивает тех, кто формировал тот капитал через фондовые рынки и ETF. Чтобы было понятно каждому, ETF – это своего рода такая корзина с ценными бумагами. Вместо покупки акций одной компании человек вкладывает деньги в фонд, который владеет долями сотен крупнейших предприятий одновременно. Многие в Германии используют такие накопительные счета ETF как современную альтернативу Сберкнижке, регулярно откладывая туда деньги на старость. Новые правила социальной поддержки рассматривают такие инвестиции как часть имущества, которое при необходимости может быть реализовано. В отдельных случаях ситуация выглядит так. Если 30-летний гражданин накопил, к примеру, 50 тысяч евро в подобных фондах, ему может потребоваться сначала использовать часть этих средств для покрытия расходов до определенного порога. При этом не учитываются возможные колебания рынка и потенциальные потери от продажи активов в неподходящий момент, даже если рынок, кстати, находится в просадке. Государственная минимальная поддержка теперь рассматривается как крайняя мера помощи, и право на нее возникает после того, как человек в значительной степени использует именно собственные ресурсы, включая те самые накопления. Пока же активы находятся в пределах установленных лимитов, они могут оставаться нетронутыми. Но при снижении доходов ниже уровня покрытия базовых расходов система предполагает более жесткую проверку финансового вашего положения. В текущих реалиях это воспринимается как серьезное изменение подхода к личным накоплениям, которое снижает уверенность части граждан в долгосрочном планировании. В новом законодательстве предусмотрен ряд исключений. К защищенным активам по-прежнему относятся предметы домашнего обихода, бытовая техника, недорогой автомобиль и собственное жилье площадью до 130 квадратных метров. Также в ряде случаев защищенными могут оставаться пенсионные ваши накопления самозанятых лиц, которые инвестируются в долгосрочные финансовые инструменты. Однако для остальных категорий граждан ситуация выглядит иначе. Главный юридический нюанс реформы заключается в том, что статус защищенных теперь имеют преимущественно государственно сертифицированные пенсионные продукты. То есть популярность среди миллионов немцев ETF в этот перечень, соответственно, не включены. На практике это означает, что если человек годами инвестировал в биржевые фонды, формируя свой капитал на старость, такие активы могут учитываться при оценке права на минимальную пенсию. В отдельных случаях это приводит и к необходимости частичного использования накоплений до назначения государственной поддержки, что может быть связано с рыночными колебаниями и изменением стоимости активов. В то же время как классические государственные программы, например, такие как Ристер или Рюпур, остаются под защитой этого закона. Эксперты отмечают их низкую доходность и ограниченную гибкость. Современные и более динамичные способы накопления оказываются менее защищенными в ситуациях, связанных с социальной поддержкой. И возникает такой правовой нюанс. Некоторые долгосрочные инвестиционные контракты технически невозможно расторгнуть мгновенно, и законодательство пока, кстати, не дает однозначных разъяснений, как пенсионные органы будут трактовать такие заблокированные счета. Эта ситуация создает такую сложную дилемму в социальной политике Германии. Чтобы получить вроде бы право на базовую государственную поддержку, человеку может потребоваться задействовать собственное накопление, сформированное в течение многих лет. Но такой подход вступает в противоречие с декларируемой целью стимулировать граждан к самостоятельному обеспечению своей старости. В условиях, когда ETF стали одними из основных инструментов сбережения для среднего класса, новые правила воспринимаются как тот фактор, усложняющий долгосрочное финансовое планирование. Если в вашем распоряжении есть сегодня современный накопительный счет, в ценных бумагах стоит действовать на опережение до июля текущего года.
Один из возможных путей защиты капитала – это перевод части ваших средств в государственно сертифицированные продукты, в такие как Ристер или Рюруп, хотя эти варианты зачастую требуют дополнительных административных действий и менее гибкие по сравнению с биржевыми фондами. Но они официально признаются защищенными и в ряде случаев не подлежат учету при получении социальной помощи. Финансовые консультанты рекомендуют провести ревизию своих портфелей и при необходимости рассмотреть перераспределение хотя бы части сбережений в пользу программ с более высоким уровнем защиты, учитывая те индивидуальные лимиты. Эта реформа вызывает сегодня жесткую критику со стороны общественных и социальных организаций. Эксперты полагают, что новые правила могут снижать привлекательность наиболее эффективных инструментов накопления в ситуациях, связанных с получением базовой поддержки. Особенно чувствительным этот эффект может оказаться для молодежи, которая начала формировать свой капитал через современные фонды. Для них установлены самые низкие лимиты защищенного имущества – около 5000 евро. В случае потери работы в отдельных ситуациях им может потребоваться первыми использовать свои сбережения, фиксируя возможные убытки из-за рыночных колебаний. Реформа текущего периода меняет восприятие тех инвестиций в будущее, то есть для части граждан долгосрочное вложение начинает рассматриваться не только как инструмент роста, но и как актив, который учитывается при оценке права на социальную поддержку. Итак, поставив точку в вопросах защиты сбережений, давайте вместе с вами сейчас обратим внимание на сферу материальных активов, где государственные решения затронули даже такие традиционные формы накопления, как коллекционные ценности. В Германии произошло изменение параметров новых выпусков памятных денежных знаков. Министерство финансов приняло решение снизить долю драгоценного металла в чеканке, начиная с текущего годового цикла. Правительство Мерца объясняет этот шаг необходимостью ограничения спекулятивного спроса, когда отдельные участники рынка скупали целые тиражи преимущественно ради содержания серебра в монетах. Чтобы стабилизировать ситуацию и снизить риски убытков, ведомство ранее даже временно приостановило реализацию отдельных серий, формируя юридическую основу для пересмотра стандартов пробы. Колебания мировых котировок серебра сделали производство монет по прежним нормативам менее выгодным для бюджета. Согласно финансовому законодательству ФРГ, государство не имеет права выпускать коллекционные активы с отрицательной рентабельностью для налогоплательщиков. Это привело к тому, что в новых экземплярах доля благородного металла стала ниже, а их общий вес уменьшился. Такое нововведение влияет на рынок не только среди самих перекупщиков, но и среди коллекционеров, которые десятилетиями рассматривали подобные изделия как форму долгосрочного хранения стоимости. Для профессионального сообщества нумизматов привлекательность немецких выпусков теперь находится под вопросом. Снижение пробы меняет восприятие памятной монеты, и она все чаще рассматривается просто как сувенир, чья стоимость меньше связана с содержанием серебра. Эксперты профильных изданий отмечают, что подобная политика Минфина может привести к перераспределению интересов в сторону монет других стран, где стандарты остаются стабильными. В условиях общей инфляционной нагрузки это решение сокращает для граждан один из привычных способов сохранения капитала именно в физической форме. Технические параметры новых немецких монет теперь официально зафиксированы по обновленным стандартам. Памятные денежные знаки номиналом в 35 евро больше не изготавливаются из высокопробного стерлингового серебра, а их вес остановился на отметке в 17 граммов. Аналогичные изменения коснулись и 50-евровых экземпляров. Содержание драгоценных металлов в них снижено также, а общая масса теперь составляет 21 грамм. В среднем каждый экземпляр в обычном качестве чеканки стал легче примерно на 1 грамм. С этого момента нумизматический рынок Германии перешел в новую фазу, где номинальная стоимость монеты часто превышает цену самого металла, из которого она изготовлена. Официальная позиция Берлина о борьбе со спекулянтами выглядит логично с точки зрения бюджетного планирования. Но на практике этот маневр создает дополнительное давление именно на коллекционные наборы частных граждан. Если, например, раньше немецкие памятные монеты воспринимались как инвестиционный инструмент,
то новый состав делает их менее привлекательным с точки зрения ликвидности. Главный совет для тех, кто хочет сохранить капитал в физическом металле. Разумнее сегодня ориентироваться на старые выпуски из более высокого качества серебра, пока их рыночная цена еще не начала резко расти из-за сокращения предложения. На этом пока у меня все. Внимательно следите за лимитами своего имущества, проверяйте условия пенсионных схем и берегите свои накопления от инфляционного давления. Спасибо за просмотр.